Вот живем мы в городской квартире, пользуемся водопроводной водой и думаем, ну вроде же вода чистая идет, а вроде не чистая. Кто-то пьет воду прямо из-под крана, кто-то покупает воду с бутылок, кто-то отстаивает и просто варит на ней кашу. Но потом настает такая пора, что человек решает, что пора бы уже и фильтр поставить. Но на фильтр вроде как и денег жалко потратить. Но наступает такой переходной момент – фильтр-кувшин. Фильтр-кувшин – это не совсем та самая вода из-под крана, но еще и не та, которая из-под фильтра. Это эдакий переходной момент. Каждый фильтрующий элемент имеет ресурс приблизительно 300 литров. И когда он этот ресурс отрабатывает, вода практически перестает через него протекать. И всякий раз, когда меняешь этот фильтрующий элемент, задумываешься, а что же внутри? Почему вода перестала течь? Здравствуйте, меня зовут Артем, и в этом видео мы посмотрим, как выглядит новый картридж внутри и старый картридж от фильтра кувшина Гейзер. Итак, перед нами два картриджа. Один уже, который все, а второй, который еще не все. Тот, который все, он даже тяжелее. У меня нет весов проверить. Я покрутил и посмотрел, где же шов. А шов оказался сверху. Я взял нож и расковырял вот здесь вот. Ну, тут склеено. Раз. И новый я расковырял точно так же. И два. Итак, мы эти колпачки убираем и вскрываем фильтр. Он еще не высох. Пожалуй, придется здесь проткнуть. Вот у нас пустая колба. Здесь она вот такая. Ну-ка посмотрим, что тут. Здесь немножко по-другому. Здесь какая-то фигня. Вот у нас пустая колба. И вот еще какая-то штукенция желтая. Понятно, почему использовано тяжелее. Он просто еще мокрый. Несмотря на то, что он уже пару недель постоял. Так видно, что наша желтая, что-то такое желтое, превратилась в коричневую. Кстати, да, вот эта вот, которая коричневая, она была сверху. А та, которая снизу, такая же желтая, вот она, то что снизу должна быть, но она просто мокрая. Если взять самый первый этот вот фильтр, тут вату, то они, конечно же, совершенно разного цвета. Ну и теперь сами уголечки. Уголь, фильтр угольный. Здесь видно, что вот на этом мокром есть сами угольные элементы и какие-то такие желтенькие кругляшки. Здесь же точно так же угольные элементы, но кругляшки эти не желтенькие, а кругляшки еще серые. Серые и прозрачные. Вот они отдельно. Наверное, стоит одеть макрообъектив и показать это подробнее. Это у нас волокно, насколько я знаю, полипропиленовое из нового картриджа. Это вот такая же, которая желтая была из нового, вот она уже картриджа, который уже отработал свой ресурс. Он вот такого цвета стал. В общем, вот такой вот фильтр. Вот так вот он выглядит. У многих из вас наверняка возникал вопрос, чем же отличается новый картридж от картриджа, который уже побывал в употреблении. Надеюсь, вы увидели ответ в этом видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Также не забудьте посетить сайт и группу ВКонтакте. На этом все. С вами был Артем. Пока.